Всем привет! Добро пожаловать на канал. В этом видео я хочу поделиться своими впечатлениями после использования вот этой самой палитры, которую я собирала, ну не в прямом эфире, но в общем я записала видео, она стала достаточно популярным. И я хочу сказать после 1,5 лет использования, что здесь так, что не так. На самом деле очень много ошибок и в общем я хочу прям подробненько рассказать, где я совершила ошибки, что было не так, что было так, для того, чтобы вы не наступали на те же самые грабли. Так вот, основная моя ошибка как бы в том, что я совершенно не понимала, что я делаю. Да, у меня был какой-то опыт обучения в художественной школе, в училище, но у меня там была уже собранная палитра. Кстати, в прошлом видео я ее вырезала, в этом видео я хочу все-таки показать. У меня, смотрите, вот такая вот коробка, которая я сейчас понимаю, что ей больше, ну, ей около 20 лет, представляете? То есть это даже Невская палитра. Я не знаю, почему языка, но это Невская палитра. Это очень старая коробка. Я не знаю, что вот это такое, оно не сходит. Вот. В общем, вот эта палитра, которой я пользовалась очень-очень долго. То есть, видите, здесь внутри какой-то еще был ряд. Я не помню, чтобы я докупала. Я помню, что я доливала из тюбиков. Вот помню, что как раз-таки охру я доливала. То есть, какие-то здесь синие, что-то здесь черное. И каждый раз, когда я писала, особенно лицо, меня очень преподаватель просил не залезать вот в этот слой и пользоваться только этим. Вот тогда я, кстати, научилась очень хорошо прописывать лицо такими тепленькими оттеночками. А когда я задумалась над тем, что я хочу какую-то новую палитру, потому что это уже какая-то такая немножечко печальная, она уже такая обветшавшая. Я сначала думала вытянуть все и как бы заполнить то, чего не хватает, потому что здесь, по-моему, черного нету, какие-то здесь проблемы с зелеными, потому что здесь два почему-то у меня ультрамарины. Я не знаю, откуда они взялись. Вот честно, я не помню, как заполнялся вот этот ряд. Тут что-то, вот видите, новое вставлено, вот этот новый какой-то. Ну, в общем, я решила просто с чистого листа все это начать, но до этого я ни разу не заполняла сама палитру. Я не думала над ее логикой вообще. То есть, когда я... Сейчас я уберу. В общем, когда я думала о составлении этой палитры, я говорила о том, что я хочу сложные цвета, потому что мне надоели простые. Это такой бред с моей стороны был. Потому что со временем, когда я собрала вот эту палитру, я начала как бы больше, знаете, анализировать конкретно, почему у меня работа получается так или иначе, почему у других людей они получаются совершенно иначе, почему у них такие открытые цвета. У меня была конкретная проблема, которую я только усугубила. То есть у меня была проблема конкретно в том, что вот видели, что я там, мне запрещали там верхний слой, верхний ряд, точнее, задействовать. Мне не разрешали больше 3 смешивать, потому что я писала очень пыльно. То есть все мои работы художественные, которые вот с университета, я не могу их показать, они, к сожалению, у родителей там лежат в папке, мне пока их не достать. Ну, в общем, они все были как будто, знаете, такой припорошенные пылью, вот такие вот немножечко... Вот знаете, все цвета были не активные, не яркие. Вот как бы я ни старалась, у меня это не получалось. Я все думала, что что-то со мной не так. Потом я думаю, нет, это моя фишка, у меня все вот такое вот типа пастельное. На самом деле оно было нифига не пастельное, оно реально было перегруженное цветами. То есть сейчас я прекрасно понимаю, заведя другую палитру, я себе просто так в один момент решила позволить более дорогие краски. Когда я ими начала пользоваться, сейчас я тоже вам их покажу, это Ван Гог, который, обзор на который я все хочу снять, потому что у меня есть распаковка, но я ими уже давным-давно пользуюсь. Они уже тоже немножечко такие поюзаны, видите, здесь уже есть такие. В общем, когда я начала ею пользоваться, вот этой палитрой, я поняла вообще всю суть жизни и всю суть живописи, потому что у меня наконец-то начали получаться открытые цвета, у меня ушла пыльность. Да, я все-таки пишу конкретно пастельно, то есть у меня очень редко есть какие-то прям, знаете, такие сочные какие-то моменты, я все пишу немножко так, ну, с большим количеством воды, короче. Но вот эта пыльность, она на 100% исчезла, на 100%. И я такая, а почему так? И кстати, я смотрела, почему такие маленькие вот эти вот кветочки. И, в принципе, я смотрела много обзоров на эти краски, на их состав. Я начала обращать внимание на состав, и они все однокомпонентные. То есть здесь пигмент один. Здесь нету сложно сочиненных пигментов. Что же происходит с этой палитрой? Сейчас тоже уберу, чтобы не грохотать. Что же происходит с этой палитрой? Человек, который все время грязнит, конкретно, честно и откровенно, купил себе сложных цветов, у которых многокомпонентные составы, у которых не один, не два и не три иногда в составе каких-то пигментов,
купил их себе и надеется на то, что он не будет писать пыльно. В общем, это была катастрофа на самом деле. Это был полнейший провал в моем случае, но, видите, я все-таки ими пользовалась. То есть какие-то отдельные цвета, на самом деле, самые чистые цвета, которые были, я ими и пользовалась. А вот эти все немножко более сложные, они ушли немножко в небытие. В общем, моя ошибка была в том, что я совершенно вообще не продумала эту палитру. Я вообще не проанализировала свою живопись, как я пишу, что мне улучшить, что мне ухудшить. То есть вот это знание пигментности и чтение составов – это очень важный момент, если вы действительно хотите составить свою палитру. То есть если у вас просто есть какая-то определенная, там, например, очень большой набор, но вы хотите составить свою палитру, удобно взять вот именно то, что с большими дырками, собрать это все вместе и понять, что вот это моя палитра. Да, это будет очень оправданно, потому что это именно те цвета, которые вы постоянно используете. Но если вы хотите сделать это с нуля, не делайте, если вы в этом всем не разбираетесь. То есть возьмите какую-то стандартную, и потом подбирайте какие-то цвета, которые вам нравятся, что-то убирайте, что-то добавляйте и дальше с этим играйтесь. Вот с нуля это просто катастрофа, если вы в этом не разбираетесь. И, кстати, первым очевидным фактором в то, что это провальная палитра, я могу сказать, что практически сразу у меня появилась дополнительная палитра. Да, я купила дополнительную палитру, на самом деле здесь какой-то еще розовый был, и я тут добавила что-то, и фиолетовый. Вот мне не хватало вот такого фиолетового, то есть у меня был вот такой вот теплый, мне классического фиолетового сразу не стало хватать. На самом деле сейчас хочу это все вам показать, какие-то цвета. Вот эта охра куда-то уехала. Это охра петербургская. Она у меня сразу уехала вот в эту отдельную палитру. Да, у меня это все развалилось. Типа пастельные цвета, но, как вы видите, я ими потрясающе пользуюсь. Ну, в смысле того, что вообще не пользуюсь. Вот это, по-моему, охра петербургская. Это очень-очень специфический цвет. Очень. Он очень кроющий оказался. Я вообще не знаю, как его применять. То есть, повторюсь, для меня, человека, который из такого легкого цвета может сделать грязь, для меня это очень сложно было. Ну, в смысле того, что слишком сложный цвет. И я себе накупила для цветочков вот этих вот акварелей. Не знаю, я ими так и не пользуюсь. Хотя цвета красивые сами по себе, но с ними очень сложно работать, ну, как по мне. В итоге вот охра у меня ушла. Вот это тоже что-то были какие-то непонятные сопли. Вот этот, я так не помню, что это за цвет, но он какой-то очень странный. Мне кажется, что у него тоже какая-то белая подложка. Он очень какой-то, не знаю, ну, он странный просто. Видно, нет? То есть я докупила в итоге себе классических желтых, потому что мне их реально не хватало. Почему я ничего не захотела? Я не понимаю. То есть, по-моему, охра у меня классическая или была, или не была. Ну вот я себе добавила. У меня, по-моему, здесь просто классическая, а здесь охра золотистая. И умбра, по-моему. Ну, короче, какие-то классические такие охры. Охры мало не бывает, потому что она все время используется. Ну, по крайней мере, я ее регулярно во всех смесях. Вот это тоже абсолютно бестолковый, очень яркий какой-то такой, как будто, знаете, как это называется, пряность. Карри, как будто карри просто добавили, и все. Тоже абсолютно бессмысленное достаточно. Хотя, видите, я им как-то достаточно сильно пользовалась. Вот этим тоже я пользуюсь, такой симпатичный цвет, но он в смесях дает какую-то неожиданность. Короче, ну, вот, видите, какой-то вообще странновато грязный цвет. Почему я его взяла? Я не понимаю. Вот этих два красных, которые у меня есть, они тоже такие... Вот этот очень холодный. Мне не хватало все время теплоты красного. Это была какая-то катастрофа для меня. Потому что я не люблю, вот видите, совсем холодный красный. Как отдельный прекрасный, но у меня не было классического красного. У меня обычный краплак красный. Вот он просто красный. Его не хватало. Вот реально не хватало. Вот это, видите, вообще нетронутое что-то. Ну вот какие-то розовые. Тоже у меня не было нормального розового. Вот тоже кирпичный какой-то. Зачем мне этот кирпичный сдался? Изначально, как я начала говорить по поводу розового, что мне не хватало красивого открытого розового. Вот этот розовый вроде да, и этот да, но что-то в них не так, вот если честно. Вот этот синий красивый, но он отдельно только красивый. Я что-то в смесях его тоже побаиваюсь применять и как-то что-то с ним делать. Вот это тоже что-то такое. Вот. Вот этот фиолетовый... нет, это не фиолетовый. Вот что это такое? Что... Что это за цвет? Он некрасивый. Ну, как по мне, он некрасивый. И в смесях он просто... Вот если смешать эти два странных цвета, это получится какая-то грязичная грязь. Ну, вот просто.
То есть палитра не продумана, здесь нету базы, здесь нету основных цветов. Потом вот я добавила, по-моему, классический фиолетовый где-то. Вот классического фиолетового мне не хватало, который бы мне ну, как бы усложнял тени, но он тоже нужен. Был вот этот только фиолетовый, которым я активно пользовалась, потом в итоге купила вот этот. Ну, он странный, он неудачный. Вот вся палитра просто какая-то неудачная. Кстати, я зачем-то купила два оранжевых. Ну, это один золотистый, а другой оранжевый. То есть здесь, кстати, вот это, по-моему, оранжевый. Так, сейчас я переверну, чтобы мне было удобно. Да, вот это оранжевый, а кто-то из них золотистый. Он немножко отличается. Вот. Не сильно отличается, но немножко все-таки отличаются. То есть здесь какие-то вот появились у меня, это, по-моему, то ли умбра, то ли что. Я немножко в названиях не сильно. Что-то, по-моему... То есть землянистых мне тоже не хватало. У меня тут вроде есть землянистые, но они какие-то такие не очень. Моим любимым стал, конечно же, серая пейна, который я все утемняла, хотя черный я в итоге купила. Иногда черный все-таки нужен, то есть он акцентный, он реально необходим иногда. Не всегда можно серой пейной добиться всего того, чего хочешь, собственно говоря. Вот, что у меня здесь? У меня здесь синий какой-то странный. Вот не знаю, какой-то... Он вроде бы как типа базовый, но нет. Ультрамарин следующий, насколько я знаю. То есть ультрамарин чистый тоже какой-то такой... Не знаю, ну то есть какой-то рандомные цвета, которые вообще никуда не зачем. Вот у меня два холодных зеленых, вы понимаете? Два холодных вот таких странных. Он не холодный, он какой-то очень просто странный цвет зеленый. Он никакой. Вот он некрасивый, просто некрасивый зеленый. Вот зачем он мне? Вот этот мой любимый, один из самых любимых, хороший, насыщенный, просто зеленый, такой нейтральный зеленый. Я им пользуюсь даже вот когда сейчас Ван Гогом пользуюсь, я его, думаю, заберу туда, потому что он такой базовый. Вот это тоже цвет, которым я не пользуюсь, травянистый зеленый. Не знаю почему, но не тянется у меня к нему рука, не тянется. Иногда вот я этим оливковым пользуюсь, по-моему, оливковым называется. Неплохой, видите, в нем небольшая дырочка. То есть очень можно по отверстиям в этой палитре понять четко прям, где собака зарыта. Вот тоже, это один из моих любимых зеленых. Я люблю на его основе все делать. То есть если что-то потемнее, то я вот это делаю, посветлее зеленый я вот этим пользовалась. Я все-таки перестала пользоваться этой палитрой. И вот землянистые оттенки, они тоже достаточно специфические, простите, извините. Специфические. Они тоже не классические. Вот этот тоже типа зеленый, но он какой-то не зеленый. Какие-то здесь тоже коричневые. И как бы вот. Что я могу вот после этого всего сказать? Повторюсь, здесь нет какого-то ядра, здесь нету смысла, нету логики в построении палитры. Ну вот, основная моя личная причина в том, что я пишу грязно, я купила себе изначально цвета, которые уже смешаны, которые при смешении дают грязь, то есть если их там посмешивать немножко, вот, например, вот этот мой зеленый нелюбимый, но он отвратительно с чем-либо смешивается. То есть он дает такую грязищу. Ну, конечно, это я откровенно делаю грязь, но все равно, если цвета чистые, они дают такую красивую грязь. Если цвета изначально очень сложные, очень запутанные, многокомпонентные, не всегда удачные, они дают прям откровенную грязищу, некрасивую. Вот. В общем, здесь нету желтых, то есть, видите, я их дополнительно покупала. Здесь нету откровенного, нормального красного. Вот хорошо было бы, если бы вот этих два красных было, то есть теплый и холодный. Вот этот вот розовый тоже спектр очень странный. Фиолетовый я в итоге докупала. Пожалуйста, не повторяйте. Пожалуйста, изучайте. Все это как-то с умом подходите к этому всему. И я на этом закончу ролик. Подписывайтесь, ставьте лайк. До следующих видео. Пока-пока.